Представьте, мы живем в эпоху самых продвинутых технологий, а древние цивилизации создавали вещи, которые мы до сих пор не можем повторить. Как римляне делали бетон, который становится только прочнее с веками? Почему дамасская сталь была лучше современной? И как древние мастера создавали материалы, не уступающие нашим? Сегодня мы разберем первую часть. 5 древних технологий, которые до сих пор ставят ученых в тупик. Досмотрите до конца, тут много интересного. Поехали! Представьте, что вы держите в руках обычную на вид стеклянную чашу римской эпохи. Вы ставите ее на стол при обычном дневном свете, она выглядит темно-зеленой, почти непрозрачной. Но стоит направить на нее луч света, и чаша внезапно превращается в ярко-красную, как рубин. Это ликургийская чаша, созданная примерно в IV веке нашей эры. Сегодня она хранится в Британском музее и считается одним из самых удивительных артефактов античного мира. Но настоящая ее ценность раскрылась только в 21 веке. Когда ученые исследовали чашу под электронным микроскопом, они были потрясены. Оказалось, что древние мастера использовали наночастицы золота и серебра размером всего 50-100 нанометров. Эти частицы были так идеально распределены в стекле, что создавали уникальный оптический эффект – дихроизм. При прохождении света через чашу наночастицы по-разному рассеивают длины волн, из-за чего цвет меняется в зависимости от угла и источника освещения. Самое невероятное, древние ремесленники достигли этого эффекта без современных технологий, без электронных микроскопов и без понимания наноуровня. Они работали методом проб и ошибок, но результат получился таким точным, что даже сегодня повторить его в промышленных масштабах крайне сложно. Ликургийская чаша – это не просто красивый предмет. Это доказательство того, что древние римляне владели технологиями, которые мы считаем достижением современной нанотехнологии. В 2025 году группа материаловедов провела новые эксперименты, пытаясь воссоздать эффект ликургийской чаши. Им удалось получить похожий дихроизм, но только в очень маленьких образцах. Создать большую чашу с таким же качеством и стабильностью цвета пока не получается. Это открытие заставляет нас переосмыслить уровень технологических знаний Римской империи. Мы привыкли считать, что нанотехнологии – это изобретение последних десятилетий, а древние мастера 1600 лет назад умели работать с материалами на наноуровне. Ликургийская чаша – яркий пример того, как древняя цивилизация могла создавать вещи, которые кажутся нам почти волшебными. И пока мы не можем полностью повторить эту технологию, чаша продолжает напоминать нам, иногда прошлое оказывается гораздо более продвинутым, чем мы думаем. Представьте, что вы строите порт, который должен простоять тысячи лет в агрессивной морской воде. Вы заливаете бетон, и через пару тысячелетий он не только не разрушился, он стал еще прочнее. Звучит как фантастика. А древние римляне делали это. В 2017 году международная группа ученых провела детальное исследование древнеримского бетона, использованного в морских сооружениях. Результаты их потрясли. Оказалось, что римский бетон, которому уже более 2000 лет, не просто сохранился, он продолжает укрепляться со временем, в то время как современный бетон в морской воде начинает разрушаться уже через 50-100 лет. В чем же секрет? Римляне добавляли в смесь особый вулканический пепел – пуццолану, добываемый в районе Неаполя. Когда этот пепел смешивался с известью и морской водой, происходила удивительная химическая реакция. Внутри бетона начинали образовываться специальные кристаллы – стратлингит и тобермарит. Эти кристаллы заполняли микротрещины и со временем делали материал только крепче. Фактически бетон сам себя ремонтировал.
Самое поразительное, современная наука до сих пор не может в промышленных масштабах воспроизвести этот эффект с такой же долговечностью и экологичностью. Римский бетон был не только невероятно прочным, он был гораздо экологичнее нашего. Производство современного цемента отвечает примерно за 8% всех мировых выбросов СО2. Римский же бетон требовал значительно меньше энергии и ресурсов. Сегодня инженеры по всему миру пытаются воссоздать эту технологию. Некоторые компании уже создают самовосстанавливающийся бетон с добавлением бактерий или специальных волокон, но до римского уровня долговечности им еще очень далеко. Если бы мы смогли полностью разгадать и применить секрет римского бетона сегодня, мы могли бы строить мосты, порты и дамбы, которые будут служить не 100, а 2000 лет. Это открытие напоминает нам важную вещь. Иногда древние цивилизации владели технологиями, которые мы в 21 веке все еще не можем превзойти. И римский самовосстанавливающийся бетон – ярчайший тому пример. Представьте себе клинок, который может разрубить ствол ружья пополам, не затупившись. Клинок, который обладает невероятной остротой и в то же время не ломается при сильном ударе. Клинок, узор на котором напоминает текущую воду или языки пламени. Это легендарная дамасская сталь. На протяжении нескольких столетий, примерно с 3 по 17 век, оружие из дамасской стали считалось лучшим в мире. Рыцари, султаны, воины и коллекционеры были готовы платить огромные деньги, лишь бы заполучить такой клинок. Но в XIX веке технология производства дамасской стали была полностью утрачена. Секрет заключался в особом виде сырья – вудце, индийском булате, который привозили из Индии и Шри-Ланки. Этот металл содержал особые примеси и микроструктуру, которые при специальной ковке и многократном складывании создавали уникальные свойства. Мастер брал кусок вудца, нагревал его до определенной температуры, многократно складывал, проковывал, снова нагревал, и так до нескольких сотен слоев. В результате получался материал, который сочетал в себе твердость и гибкость одновременно, свойства, которые современная металлургия с трудом может воспроизвести в одном сплаве. Узор на клинке, знаменитые волны или розы, возникал не просто как украшение. Он был прямым следствием внутренней структуры металла. Несмотря на все попытки современных ученых и кузнецов воссоздать дамасскую сталь, идеального результата добиться до сих пор не удалось. Лучшие современные реплики приближаются к оригиналу, но не превосходят его. В 2006 году группе материаловедов удалось наконец расшифровать микроструктуру настоящей дамасской стали с помощью электронных микроскопов. Они обнаружили в ней наночастицы цементита и особые углеродные нанотрубки, то, что в начале 21 века считалось ультрасовременной технологией. Получается, что средневековые кузнецы, сами того не зная, работали на наноуровне за 800 лет до появления нанотехнологий. Дамасская сталь остается ярким примером того, как древние мастера достигали результатов, которые мы до сих пор не можем полностью повторить, несмотря на все суперкомпьютеры и лаборатории. Это не просто утраченная технология, это напоминание о высочайшем уровне мастерства и знаний, которыми обладали наши предки. Представьте себе огромную железную колонну высотой более 7 метров и весом около 6 тонн. Она стоит на открытом воздухе в Дели уже более 1600 лет. Дождь, жара, влажность, загрязнение воздуха – все это время колонна подвергается воздействию сурового индийского климата. И при этом она почти не ржавеет. Это железная колонна в Дели, также известная как колонна Чандрагупты, один из самых загадочных артефактов Древней Индии. Надпись на колонне говорит, что она была воздвигнута в честь царя Чандрагупты II примерно в 402 году нашей эры, то есть ей уже около 1620 лет. Современное железо, оставленное на открытом воздухе в таком климате, покрылось бы толстым слоем ржавчины уже через несколько десятилетий. А эта колонна сохранила свой металлический блеск почти по всей поверхности. Только в нижней части, где ее регулярно касаются люди, появился небольшой налет.
Как древним индийским металлургам удалось создать железо такой невероятной коррозионной стойкости? Ученые долго искали ответ. В 2000-х годах были проведены детальные химические и металлографические анализы. Выяснилось, что секрет кроется в особом составе металла и технологии ковки. Колонна содержит очень низкий процент серы и высокое содержание фосфора. Кроме того, на поверхности образовался тонкий защитный слой, смесь оксидов железа и фосфатов, который действует как естественное покрытие, предотвращающее дальнейшую коррозию. Но самое удивительное, современная металлургия до сих пор не может в промышленных масштабах воспроизвести железо с такими же свойствами долговечности и чистоты. Несколько лабораторий по всему миру пытались создать аналогичный сплав. Некоторые добились похожих результатов в лаборатории, но когда дело доходит до крупного объекта вроде колонны, эффект пропадает или значительно ослабевает. Индийская железная колонна – это не просто древний памятник, это живое доказательство того, что уже в начале V века нашей эры индийские мастера владели металлургическими технологиями, которые мы до сих пор не можем полностью повторить. Каждый год тысячи туристов прикасаются к колонне, оставляя на ней следы рук, а она продолжает стоять, почти нетронутая временем. Это молчаливое напоминание о том, насколько искусными и продвинутыми были древние цивилизации в тех областях, которые мы считаем современными. Представьте себе морское сражение в средние века. Враг приближается на сотнях кораблей. Ваши силы значительно уступают в численности. Казалось бы, поражение неизбежно. И вдруг с ваших кораблей вырывается струя жидкого огня, которая летит по воде, как будто игнорируя законы природы. Она горит даже под водой, прилипает к деревянным корпусам кораблей и не гаснет ничем, ни водой, ни песком. Это греческий огонь, одно из самых страшных и загадочных оружий в истории. Византийская империя впервые применила его в VII веке против арабского флота во время осады Константинополя. Эффект был ошеломляющим. Арабские корабли вспыхивали один за другим, и даже морская вода не могла потушить пламя. Секрет греческого огня был одной из самых охраняемых государственных тайн Византии. Его передавалось только императору и узкому кругу доверенных лиц. Даже сегодня, спустя более 1300 лет, точный состав остается неизвестным. По описаниям современников, греческий огонь представлял собой жидкость, которая выстреливалась под давлением через специальные сифоны. Она горела с невероятной температурой, прилипала к поверхности и продолжала гореть даже после попадания в воду. Ученые выдвигали множество теорий – нефть, сера, селитра, негашенная известь, фосфор, но ни одна из них не объясняет всех свойств этого оружия полностью. Самое удивительное, несмотря на все достижения современной химии и военной технологии, мы до сих пор не можем точно воссоздать греческий огонь с теми же характеристиками. Мгновенное воспламенение, способность гореть на воде, высокая температура горения и прилипание к поверхности. Византийцы умели производить это оружие в промышленных масштабах, хранить его длительное время и безопасно применять в бою. А мы, обладая ядерными технологиями и сверхточной химией, до сих пор не можем повторить эффект, достигнутый в VII веке. Греческий огонь остается ярким примером того, как древняя цивилизация смогла создать технологию, которая опередила свое время на многие столетия и до сих пор остается недостижимой. Это напоминание о том, что иногда утраченные знания прошлого могут быть ценнее многих современных изобретений. На этом первая часть подошла к концу. Древние цивилизации продолжают нас удивлять своей изобретательностью. Если вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь, чтобы не пропустить вторую часть. А какая технология из этой пятерки вас удивила больше всего? Напишите в комментариях. Спасибо за просмотр. Увидимся во второй части.